Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я запускаю видеопроект по капитальному ремонту трехкомнатной квартиры. Мои сюжеты будут интересны тем, кто собирается сделать ремонт в своей квартире, но не знает, с чего начать, как не ошибиться, чтобы не потратить зря время и деньги. Мы рассмотрим все основные ключевые моменты, и я покажу вам, как проходит ремонт на объекте. Рассмотрим мой пример. Вы купили квартиру в новостройке с муниципальным ремонтом, который мало кого устраивает, или вовсе голую. С чего же начать? Первое – это выбор исполнителя. Кому вы доверите свою квартиру, деньги и отделочные материалы. Сейчас многие стараются найти подрядчика подешевле и находят без труда. Но, однако, надо понимать, из чего складывается эта дешевизна. Это дешевая рабочая сила, это некачественный материал. Для подрядчика главное взять с вас аванс, заехать на объект, а там уже как будет. А теперь немного математики. Трехкомнатная квартира в Москве площадью 76 квадратных метров. Такую квартиру бригада подрядчика ремонтирует примерно за 3 месяца, примерно 3 рабочими. Естественно, это все условно, но давайте подумаем, какую зарплату должен получать рабочий, выполняющий свою работу профессионально и качественно. Я думаю, это не менее 60 тысяч рублей в месяц. А теперь считаем, 3 рабочих по 60 тысяч, это уже 180 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 3 месяца, получаем 540 тысяч рублей. Вот столько должна стоить работа для заказчика. Теперь мы это делим на количество квадратных метров в квартире и получаем примерно 7 тысяч рублей за квадратный метр. От этой цифры и нужно отталкиваться. Если вам подрядчик говорит, что сделает работу за 2000 рублей с квадрата, шлите такого подрядчика. 7 лет назад у меня уже был опыт ремонта, я капиталил свою прошлую квартиру. Тогда выбор подрядчика для меня был мучителен, и я потратил на это более месяца. Все объявления на подъездах в газетах я отмел сразу. Это никаких рекомендаций, никаких гарантий. Ты завезешь на объект материал, а они свалят с ним. Где их потом искать? После чего я позвонил по знакомым, спросил, нет ли у них кого они могут порекомендовать, кто занимается подобной работой. Мне дали пару телефонов. По одному никто мне не смог ничем помочь, они были заняты. В другому мне сходу сказали стоимость за 1 квадратный метр, еще и в валюте. Не от и до, а конкретную сумму. Я начал изучать рынок строительно-отделочных компаний. У них нормальные сметы, у них много бригадир на каждом объекте, который избавит вас от такой рутины, как вывоз мусора, контроль ремонта и закупка чернового материала. Но для меня это тогда было слишком дорого. Полез в интернет, на строительные порталы, начал искать частную бригаду, у которой много хороших отзывов, фотографий сделанных работ. Читал, смотрел, остановился на бригаде, которая удовлетворяет всем моим требованиям. Но не все так просто. Хочу предупредить сразу, что если вы нашли частную бригаду, у которой рекомендации, хорошие отзывы, большое портфолио работ, она по-любому будет занята, и вам придется ждать. Я ждал 2 месяца. Второе, вам придется работать бригадиром, а это занимает очень много времени. В этот раз мне было проще с выбором подрядчика. Я решил обратиться к той же самой бригаде, которая мне уже делала ремонт. Полез в интернет, нашел контакты и понял, что ранее известная мне бригада Сергея Петришина теперь является строительно-отделочной компанией «Петришинстрой». Название получило фамилию своего руководителя, а значит Сергей дорожит качеством и именем. Вы где-нибудь видели компанию «Джамшут-строй»? Ну а дальше все просто. Я позвонил, попал на секретаря, попросил соединить меня с Сергеем. Он помнит всех своих клиентов, выслушал меня и сказал, что приедет лично. Теперь ждем Сергея, он произведет замер помещения для составления предварительной сметы. Но это вы уже видите в следующем видео.